Всем привет! У нас сегодня довольно экспериментальный такой формат, тема. Это получается 9-й выпуск Кванта подкаста. Он такой немножко в коллабе, и он более такой целевой под конкретное комьюнити. То есть мы не будем пытаться запичить эту историю и кому-то ее показать за рамками того, что мы будем сегодня обсуждать, потому что это очень такая целевая камерная история. И мы сегодня поговорим про игру Unreal Tournament 2004. Дам немножко контекста вообще, зачем мы это делаем. У меня в прошлом есть такая некоторая киберспортивная история, которая закончилась 20 лет назад еще. С 2004 года по 2006 вот я очень активно играл в эту игру. Она была довольно популярна наряду с Quake 3, с Quake Live. И спустя 20 лет я вот решил немножко вернуться в комьюнити, посмотреть, что вообще сейчас там происходит, есть ли какие-то турниры, играет ли кто-то. И в промежутке вот в эти 20 лет я, по сути, как организовал турниры по третьим героям. И третьи герои видно сейчас очень сильно выстрелили за счет таких комьюнити-драйверов, как Вудуш. Я помню, был просто одним из самых ранних донатеров Вудуша, когда у него там было порядка, не знаю, там, может быть, 50 человек там его смотрело, или 100 человек, сейчас его смотрит уже там 6 тысяч человек в моменте. Он очень медийная личность уже на винлайн-покере, на куче разных проектов, не связанных даже со стримингом. То есть вся эта история очень сильно взлетела, и я помню какие-то небольшие призовые, типа 100-200 тысяч рублей за турнир по героям, в котором участвуют, например, там 32 команды. Это если турнир 2 на 2, например. И он привлекает за такие деньги, то есть это, по сути, там 1000-2000 долларов привлекает топовых игроков там, Польши, России, там, Беларуси. То сейчас геройская комьюнити настолько выросла, что никто реально там с дивана не встанет за вот подобного рода призовые. И есть очень много регулярных турниров там по 1 миллион рублей, там, по 500 тысяч. И, в общем, этот такой феномен успеха старой игры, он очень показательный, но было бы очень прикольно с моего такого наивного взгляда сделать что-то похожее для игры Unreal Tournament, для комьюнити. Понятное дело, что это совершенно разные истории. Вот. И сегодняшний подкаст, он скорее про то, что мы вот поговорим с мэтрами комьюнити Unreal Tournament, с Наутом, с Колдом, о том вообще, что сейчас там происходит в этой игре, какие вообще есть инициативы, кто играет, кто не играет, просто некое такое обсуждение изнутри. И я думаю, это будет интересно только скорее всего, людям, которые играют и в Unreal Tournament, и помнят эту игру, и может быть, те, кто играет в Quake 3 и следит за, например, EGB Cup, за Лигой 250 FPS, который все-таки как Quake, как условно старший брат Unreal Tournament, да, немножко смежное комьюнити. И я думаю, что вот для любителей киберспорта, старых арена-шутеров, вот мы можем что-нибудь сегодня рассказать, что будет интересно послушать. Представлю гостей. Наут, я могу ошибаться, но, наверное, в топ-10 игроков ты входишь. Так, в целом, смотря в чем. Глобально. Глобально? Да, на грани где-то там, да, где-то если на прям грани. всех считать, американцев, да, где-то там. В первом сезоне ты занял у нас 5-е место, да, по-моему, 5-е, 6-е? 4-е. 4-е даже. Некоторые не участвовали. Но тем не менее, да, я как самый титулованный не по количеству, не по качеству турниров. Да. Как обычно да. собираю там да, всякие... то есть ты универсал, да, ты в разных получается, режимах. Наут самый титулованный российский игрок на данный момент. То есть вот так. По количеству турниров, в которых ты участвовал, занял какие-то призовые места. Да, призовые тоже формально. Без формально, конечно. О чем мы говорим? Мы говорим про Unreal, тут какие вообще. И Cold, я думаю, очень сильно известен в комьюнити за свои организаторские инициативы. И наша лига, Duel Masters League, она выросла, по сути, из титанических трудов Колда, которые он делал в течение нескольких лет
просто там дуэльную лигу проводил, организовывал людей в дивизионы, смотрел, у кого какой уровень. Вот. И мы на базе этого уже создаем какой-то продукт, который было бы очень сложно создать без вот такой вот базиса, который был сделан. Ну и, соответственно, Colt тоже участвует, играет в Diamond League. Есть все предпосылки, что уйдет в Мастер-лигу. Вот, сегодня такие гости. И, не знаю, вот, мне интересно услышать ваше мнение, дорогие друзья, на тему. Вот я открыл Twitch вчера и посмотрел, просто мне так попалось, контра 500 тысяч зрителей, а Unreal типа 11 зрителей. И то, потому что чувак один стримил, у него было 11 зрителей. Вот. Что вообще, как вы думаете, что-то вообще из этого можно вырастить не очень супер такое локальное, где одни и те же там 50 человек будут играть, а можно ли это как-то каким-то образом популяризировать? Вот что вы думаете? Ну, я не знаю, чем можно было бы привлечь молодежь, новых игроков. То есть рынок игры вообще есть на любой вкус. Разработчики все время поддерживают, внедряют новые вещи. В Unreal надо прийти, ты не можешь прийти просто как-то на расслабоне, там, что-то найти компанию, потому что, во-первых, даже найти просто игру нужно знать, то есть либо зайти на тусовский, либо собираться уже по дискордам, то есть искать соперника там в дуэлях, ТДМ. И я потерял мысль. Высокий порог входа. Ну да, и чтобы что-то показать, нужно много вкладывать, учиться, учить карты, учить передвижение, учить, в принципе, механику, пушки, тайминги. Никому это практически никому не интересно, массово. Есть какой-то там один условный процент игроков, которым это интересно, которым эта игра нравится, вот они приходят в эту игру, и поэтому, соответственно, когда в контру играет там 500 тысяч или смотрят 500 тысяч человек, в Unreal играет 50. Ну да, в контре же как бы еще есть градация самого киберспорта, то есть самый высший там самый такой топовый киберспорт. Потом есть, в принципе, полноценные лиги для middle скилла, то есть они как бы очень отделены и снизу, и сверху, то есть, в принципе, такой хороший середнячок, очень большое количество игроков, они могут себя найти в турнирном экспириенсе, в турнирном опыте, не сталкиваясь с самыми топами, потому что это как бы бессмысленно, и как бы не сталкиваясь вот с чуваками, которые первый раз запустили игру. Из-за того, что масса людей огромная, то есть вот такие вот отдельные, очень хорошо организованные турниры вот для такого мид-скилла. А в ВТ, конечно, и вообще вот в арена-шутерах комьюнити это просто не позволяет сделать. И ты правильно отметил, в принципе, здесь абсолютно та же мысль, что и в Quake Live, что есть люди, как бы, которые годами играют, ну, не знаю, там вот те же немцы, вот, или ты, например, там, Scream, Saka, там, вот, то Small, например, это для людей, которые вот только сейчас заходят, это как вот в Quake Life, там, не знаю, смочь за какое-то время, вот, не знаю, у меня мотивация есть поиграть, я такой, все, я буду тренироваться, буду там, в следующий раз там буду участвовать в сезоне, попробую кого-нибудь выиграть. Но ребята как бы играют 20 лет, ты даже если полгода поиграешь, даже если год поиграешь, ты, ну, как бы с очень маленькой вероятностью приблизишься к ним, потому что просто игра существует уже настолько давно, что там такой сложный порог входа, уже настолько люди там, такой высокий скилл у них, что догнать их фактически невозможно. И, собственно, поэтому мы в том числе сделали, его до этого было разбитие по дивизионам, и сейчас вот есть разные лиги для разного уровня игроков, чтобы как бы вот у меня и просто тоже есть друзья, там, которые там Нискряк, Велес, да, которые еще как-то играют, а вот просто вот ребята, которым нравится Unreal Tournament, и им не с кем, они кроме меня никого не знают, да, например, с кем можно поиграть. Я с ними играю, они такие, все, я игру удаляю, больше никогда в нее играть не буду. Ну вот, я говорю, ну попробуй поиграть, вот зайди в Discord, там есть бронзовая лига, просто любому чуваку с таким с бронзовым ником напиши, поиграй, и тебе будет по кайфу. Вот, сейчас вот как бы есть такая возможность. Иначе люди просто дезморалятся, потому что их сразу же вот за них заходят на сервак, и скорее всего там будет кто-то, кто просто
выиграет 60-0, и все, и человек уйдет из комьюнити. Но обычно такая проблема решалась либо FFA сервером, либо там сервером, которые очень много игроков посредственных, которые просто зашли, там, не знаю, с рокетом побегать или еще с какой-то пушкой, там, с миником. Когда там топы набирают там свои 150 фрагов, они просто тоже хоть кого-то там убить, сделать какую-нибудь серию, просто вот эту вот драйв, динамику ощутить. Вот для этого существуют вот такие сервера. А когда мы говорим про компетитив, то, конечно, там будет сразу, если заходить, отлетать. И нужно, чтобы было видно. То есть в контре, допустим, там, ну, я не особо игрок контры, но там ты можешь, ну, там, школьник какой-нибудь условный может похвастаться, вот я там ранг какой-то там, орлы, там, калаши, что там есть, я не знаю. Вот. Или в Valorant тоже там, я там Diamond или кто-то там есть. Вот. В Unreal тоже ты там, ну, ничем, ну, то есть ты зашел, пострелялся, что-то там, не знаю, скриншот выложишь, что ты там какой-то там 3 из 5 в команде или что. Я бы сказал, что Unreal для таких самоорганизованных людей, которые могут сами мерить свой прогресс, независимо от каких-то вот внешних там циферок, эмблем и прочего, замерять свои результаты, видеть там свой рост и радоваться этому, в общем-то. Вот. Что еще? Ну и если сравнивать с Counter-Strike, в первую очередь в Counter-Strike поддержка от разработчиков и постоянная работа команды по улучшению игры, в то время как Unreal Tournament они занимались больше 20 лет, и вот сейчас только патч вышел, который осовременил игру, сделал ее более работоспособной на современных системах. Ну, я вот заметил, что выход патча, он как бы... Кто не знал про игру, так и, в общем-то, особо и не знает, если честно. То есть был небольшой пик, вот мы даже смотрели на упоминание Unreal Tournament в поисковых системах, в целом там по разным сервисам. Был пик, когда вышел как-то «Любовь, секс и роботы», как-то Secret Level, когда там была серия про Unreal. Прям был хороший пик популярности, в принципе, вот франшизы. Никаких игроков никуда это не привело, но пик популярности был. И сейчас, после патча, блогерам надо делать контент какой-то. Вот. Многие обозрели, да, вот эту историю, такие, условно, 20-50 тысячники, такие средненькие на Ютубе. И тоже есть спайк роста популярности франшизы. И, в общем-то, да, вот мы заметили, что есть регистрации людей, которые, причем, нашли сайт utdl.com просто через поисковую систему, просто вот они ничего не знали, вбили что-то и нашли, потому что мы SEO оптимизировали сайт, он как бы ищется. Вот, но условно патч вышел, это какой-то следующий патч будут выходить или что-то будет уже меньше популярности, чем первый, как обычно. И это привело там, может быть, 3-4 игрока. Вот. Не сотни тысяч игроков, а там 3-4. Но все-таки больше, если не рассматривать только участников лиги, а смотреть в целом на онлайн. Я вечером открываю браузер, вижу, что ребята новенькие самоорганизуются, где-то там находят себе приключений. Вот, то есть, конечно, большая часть из них поностальгирует и забросит это дело, скорее всего. Какая-то часть, может быть, захочет в свободное время вместо того, чтобы... Он как бы и так сидит, играет в какой-нибудь Counter-Strike. Вместо этого можно запустить то, что в более короткое время приносит больше эмоций. В общем-то, я считаю, что Unreal больше про то, что ты, допустим, имея час на игру или полчаса, ты за это время получаешь ворох эмоций очень приличный. В то время как в Counter-Strike половину времени ты там наблюдаешь, пока твои тиммейты там что-то крадутся где-то. Я бы больше с чем-то с сессионом, как, не знаю, Valorant или Попусик там. Что-нибудь да, такое. не наезд на Counter-Strike, но в целом, если смотреть чисто игровое время, и у тебя вот жесткие рамки, ты получаешь от Unreal Tournament в сжатые сроки очень много в плане эмоций. Сколько сейчас, получается, онлайн человек 50 в пике по всем сервакам? По всем нет, 250-300 примерно, 250-300, да. Есть и Steam трекер даже, и еще какой-то. Есть трекер к OpenSpy подвязанный к мастер-серверу, я смотрел, там 400 было. Вот сейчас, после того, как некоторые ютуберы выпустили, зарубежные, в первую очередь, новость о том, что игра доступна, патч вышел,
Вот вспышка онлайна по-любому этот показатель подвинул вверх. Может, там 500-600 человек каждый вечер Понятно. по-разному. Ну Серверам. вот касательно дуэлей будем делать. То, что была инфа, которую мы постили в Дискорде про Ladder. Ladder требует, конечно, более сложные механики, поэтому пока ограничимся к концу второго сезона рейтингом игроков. И он, по сути, вот на данный момент, так немного кустарно, он будет представлять собой просто список игроков, условно 80 игроков, по 20 игроков зарезервировано внутри каждой лиги. И, например, там заканчивается сезон, и, не знаю, там, у меня, например, 15 место в Diamond лиге из 20. И, соответственно, суммарно у меня там 35 место условно во всем рейтинге. И если там, например, там, не знаю, 5 место в голде или там 1 место в голде в лиге, которая идет после Даймонда, человек вот 1 место занял, он будет, соответственно, 41 местом в рейтинге. И ему нужно попасть в плей-офф своей голд-лиги, отыграть, занять топ-3 и перейти в следующую лигу, чтобы в рейтинге побиться за следующий диапазон мест. Итого получается, что человек борется за то, чтобы попасть в следующий диапазон мест и там занять наибольшее место, и потом в общем рейтинге в целом у него, чтобы его место было выше и выше и выше от сезона к сезону. По сути, это такая довольно хорошая мотивация глобально. То есть есть мотивация на там, выиграть у всех внутри своей лиги, как бы, например, если это мастер-лига, то ты выиграл, ты выше уже не переходишь. Это вот как победить всех внутри своей большой группы, это одна история. И она такая более локальная. А глобальная история — это наблюдать прогресс свой в целом от сезона к сезону и подниматься по местам выше. Это немножко вдохновлено тем, что, например, там во времена 2003-2000, там, примерно 6-7 года были всем привычные внутри Unreal Community вот эти турниры Asus, и они проходили 4 раза в год, и там, по сути, практически всегда был Unreal, ну, довольно часто. И люди оценивали свой уровень просто исходя из того, какое место они на очередном Asus заняли. То есть это было как вот такой основной main-event на офлайн для анрилеров. Я помню вот как раз к чему я веду, что, например, Карт в свое время, вот мы с ним играли, и я ему проиграл на Лея 7-0, он занял 1 место, как вот сейчас Колд сказал, пока мы выключали камеру, что он был 3-м, кто выиграл Asus, и вот именно победа на Asus, я помню, у него даже в Аське было написано, что я номер 1 в CIS регионе по Unreal Tournament, типа это был супер ачивмент. И по сути все мерились не всякими там кланбейзами или какими-то еще достижениями, а вот чисто вот есть мейн-ивент, и как ты туда попал, какое место занял. Ну вот, я помню, я всем говорил, что я типа 5-6 место, потому что я все время занимал 5-6 место, и меня там не было видно в топ-3. Вот. По-моему, 1 раз 4-й занял, но это не точно. И здесь тот же принцип, что вот есть общий рейтинг, и ты можешь просто кому-то сказать, что я вот в Duel Masters League, там, не знаю, на 47-м месте или там на 25-м. И сразу понятно, что ты внутри какой лиги из там 20 игроков какое место занимаешь. Ну, вот. И опять же, если игрок, например, мы вчера это обсуждали с Колдом, да, довольно долго. Если игрок занял там 5-е место с конца, например, он получается условно там 35-е место. А игрок другой, который, например, сыграл там всего лишь 2 игры, и он их проиграл, и у него, например, 0 очков, и он занимает там 38-е место, и вообще выпадает в лигу ниже по правилам, то тот игрок, который выпадает в лигу ниже, если мы его исключим за инактив, он в следующий раз снова попадет в Diamond и будет, по сути, такой абьюз системы небольшой. Но
И еще один момент, что если игрок пропускает сезон, например, он просто не играет, то у него в итоге будет просто список от сезона к сезону, какое место внутри Duel Masters он занимал. То есть он занял там, например, 35 место, потом занял там какое-нибудь 18 место, потом, например, не играл, у него будет прочерк в каком-то сезоне и так далее. То есть будет такая наглядная история участия игрока внутри Duel Masters лиги, и будет видно его как бы трек, прогресс от лиги к лиге, там, от года к году. И это такая довольно интересная глобальная инициатива, которая пока не конвертируется в полноценный ледер, который подразумевает, что один игрок играет с другим, и на базе их рейтинга кто-то поднимается, кто-то опускается. Эта система посложнее для реализации. Вот пока. И мы не будем как бы сейчас все-таки делать так, чтобы ледер условный конфликтовал с сезонами, потому что у людей будут вопросы, во что играть. Вот я в сезоне так с игроком сыграл, а в ледере назначил ему матч и по-другому сыграл, и типа, что это означает. Поэтому любые изменения в рейтинге на текущий момент, они возможны только через участие в сезоне. Ну, такая вот сложная, на самом деле не очень сложная математика. Ну вот мне поэтому кажется, что лучше сделать как ледер, доверить это уже не в рамках лиги, а глобально, не знаю, сообществу администраторов всех серверов, попытаться их как-то свести между собой так, чтобы был разработан единый мутатор с рейтинговой системой на основе ELO, допустим, как в Quake, и чтобы эту систему все администраторы, максимальное там, до кого получится достучаться, максимальное их количество, на свои сервера установили этот мутатор, и была общая база статистики, что были бы все матчи отсортированы, записаны, как сейчас вот в современных играх и делается, что есть история, можно ее просмотреть, каждого игрока, отдельно сервер выбрать или режим, то есть по разным классификаторам. И если такая система появится с ELO рейтингом общая, то будет очень такая удобная база, откуда можно, в принципе, приглашать на соревнования, будь то лига, еще какие-то новые форматы, которые будут другие люди придумывать, мы придумаем, что они будут приходить, и мы уже будем знать примерно какой там уровень игры они показывают обычно. Будем уже точнее их сразу без там, предварительных калибровочных игр добавлять в подходящую когорту. Слушай, скажем. ну я согласен с этим, но это, на мой взгляд, довольно утопичная история. То есть мы можем об этом рассуждать, но это очень маловероятно будет когда-то и кем-то вообще реализовано. Ну вот есть сервер, допустим, TUS европейский. Это другой режим, тем не менее там рейтинг именно вот отдельно взятого сервера ведется достаточно точно, там как бы история игр, у каждого своя там циферка, картиночка есть, прям вот на сервере. Это надо поговорить, опять же, с разработчиками вот этой системы. Это как мутатор, которого еще, к сожалению, не сделали такого варианта, который бы вообще всех устроил, и есть наработка, не особо я как бы притрагивался, разглядывал на белорусском сервере, такая система, которая она и рейтинги присваивает игрокам, и позволяет администрации как бы на входе ввести стартовый рейтинг, что тоже очень важно, потому что мы там не можем себе позволить ждать, когда каждый игрок там со стандартного какого-то рейтинга, допустим, 1000, откалибруется до своего значения. Мы сразу можем на входе игрока по его там уникальному там гуиду присвоить ему некий стартовый рейтинг, и от него он уже будет либо расти, либо падать, и быстрее откалибруется. Вот, то есть должна быть система вот такой ручной правки для администрации сервера. Второе, что вот эти значения под каждый режим у каждого игрока формируются и меняются сразу же, вот как матч какой-то заканчивается, результаты подсчитываются, эта цифра меняется. И в итоге к чему мы шли-то? К тому, чтобы вот эта система
Что она была А, внедрена как бы на была, большем количестве серверов. была, да, общепринятой на многих серверах, а Но не ты на понимаешь, каких-то отдельных. какой-то вот у тебя в голове есть какой-то экшн-план, как вообще к этой точке прийти? Ну, то есть с кем поговорить, как это все сорганизовать, ну, чтобы это было не просто какой-то идеей, которая, ну, прикольно было бы, а чтобы было понятно, что мы можем это условно там в следующем году, не знаю, какому-нибудь там 5-6 сезону уже интегрировать. То есть есть понимание, что это реально сделать? Есть, так сказать, наработка мутатора, которую надо пристально рассмотреть и И поговорить со как бы всеми посвятить. админами серверов и сделать какой-то перечень Это серверов. да, это как бы забегая вперед. Сначала вот про сам как бы вот этот продукт, этот мутатор, есть наработка, ее надо рассмотреть, может быть, там улучшить. Это тоже как бы потребуется время, чтобы разглядеть ее в деталях, Но как она себя опять же тоже показывает. дифференцировать, наверное, и мне так вот просто накидываю игроков, которые, опять же, вот будут играть, например, на условно таких серверах, у них будет рейтинг, но условно мы же понимаем, что каких-нибудь чуваков уровня бронзовой лиги сравнивать с чуваками, там, которые играют намного сильнее, будет довольно тяжело. И не сломается ли вот эта математика вот этого мутатора вот с такими парами? Это только время То покажет. есть, может быть, здесь, да, нужно будет очень много какого-то тюнинга вот этой всей Время системы. показывает, что на ЕКБ попытки сервера, попытки мутатора настроить балансер пока что оставляют желать лучшего. Я Найсера спрашивал, он говорит, просто мутатор вот тебя любит, вот поэтому он тебя добавляет иногда Поэтому я сильных как там, игроков. которым меня надо балансить другими игроками, а я еще в команде, в которой больше игроков зачастую. И, пожалуйста, считай 10-0. Да. Ну, да, я вот В об этом и общем-то, говорю. работает пока этот мутатор не идеально, даже вот в командных режимах, но он универсальный. Если мы зададимся целью сделать чисто под дуэли какой-то такой мутатор, даже с помощью вайп-кодинга, я думаю, это создастся достаточно быстро. Другое дело, что чтобы администраторы всех серверов, максимальное их количество, приняли это и как мутатор установили к себе. Все-таки это тоже требует там времени, изменений в конфиг. И я думаю, большинство, если увидит качественный, локально там протестированный продукт, ну, типа мутатор этот, его придут сначала посмотрят, что он действительно работает на каком-то там сервере, либо на нескольких серваках, допустим, у нас это можно сделать, все, в принципе, администраторы на короткой Мне ноге. кажется, это нужно, если было бы игроков достаточно много, допустим, игроков 100 на нынешние 80 мест, чтобы было важно понять, кого куда пихать. Сейчас мы, по сути, знаем каждый, кто как играет, в какую его лигу пихать, и достаточно, по-моему, просто иметь сезоны лиг, и, допустим, добавить можно было бы еще отборочный, допустим, вот просто межсезонный отборочный, отборочный, в да, я Silver, думаю. там, ой, не в Silver, какой-то в Golden, Ну, в Golden, в Diamond, да. Не просто в конце сезона переходные, которые победители там выиграли, которые в плей-оффе, а просто вот там отдельно любой желающий там из бронзовой лиги, если он хочет, ну и даже просто человек там, неизвестный, если он хочет попытаться зарегистрироваться в голду, он просто вот регистрируется на какой-нибудь такой если там места отборочный уже турнир. нет, если там, допустим, 20 регистраций есть уже? Ну, не знаю, или вторую группу добавлять как-нибудь. Ну вот ты сказал Silver, и вот как раз вот эти добавления промежуточных дерева, Да, это железа, бронзы. Так мы будем масштабироваться, условно, там, как в Старкрафте, это во втором, там, вот мы можем это сделать, да. Единственное, что, ну вот условно сейчас у нас нет, по-моему, очереди игроков на Gold лигу, да, очереди же нету. Вот. У нас был момент, когда как будто бы был там 1 или 2 игрока, и мы смотрели, что вот вроде бы 20 человек уже зарегистрировалось. Но я вот Колду сразу говорил, что можно понимать, что половина просто отвалится, и как мы сейчас видим, сейчас какая неделя уже идет, 4-я неделя, наверное, на 2-го сезона, и, например, ну, в Diamond самая активная, там 2 условно человека не сыграли ни одного матча, а в Gold лиге или в бронзовой лиге не сыграли ни одного матча человек 10, и понятно, что они либо прямо сейчас, вот сегодня начнут вот в эти выходные играть очень активно, либо они, ну, просто мы их вычеркнем, и все. И там будет очень много как раз свободного места под то, чтобы, условно, там, на 3-й сезон или даже можно проводить какие-то сайд-ивенты, например, там, вот сейчас середина сезона, мы понимаем, что
много игроков просто отваливается как инактив, и мы через какие-то отборочные можем свежую кровь прямо в середине сезона пихать внутрь лиги. В принципе, так можно сделать. Ну вот. Просто тут тонкий момент, что условно лига какая-нибудь, она уже наполнена, и у нас формируется очередь формально. Но по факту те, кто там занимают свои слоты, они просто, скорее всего, большая часть из них отвалится. Ну, не большая часть, какой-то процент. Там процентов 30 игроков стабильно. Вот, так что да, в принципе, такие сайд-ивенты можно сделать в этом. Насколько я помню, 250 FPS в лиге, они через отборочные как раз. Ну, потому что там большой компетитив, там именно, ну, как один дивизион, и Да. каждый матч, он интересен, все игроки как у нас с 20-летним стажем, Да, и все там умеют играть, и любого посмотришь, и действительно идет конкуренция за участие. Ну, и там за каждый матч, к тому же, еще Там как будто отборочные более оправданы тем, что всего есть один, как бы, этот дивизион, 16 человек, и за них идет драка за вот эти места. У нас, в принципе, как бы плохо ты не играл, ты все равно можешь найти местечко. Да. Ну, у нас акцент на то, что и сначала топов комьюнити собрать, друг с другом сопоставить, провести турнирчиков, и ребят послабее, чтобы тоже была активность. И чтобы они в теории могли пробраться докуда хотят. Ну, им вот, мне кажется, цель вот ставить проще не какую-то вот этот ранкет, рейтинг или еще что-то, а именно вот в этом сезоне я, допустим, пробрался в топ-сезон, ну, в топ-лиги бронзовой там или голдовой, а в межсезонье я, допустим, отобрался в следующий, ну, в дивизион повыше, типа вот, я теперь участник такой-то лиги, а вот эти вот рейтинги, ну, я не знаю, мне кажется, не совсем пока актуальная такая вещь. Как бы одно другое не исключает, просто дополняет условно, то есть вот... Просто с чем это еще связано, что вот есть условно какой-нибудь игрок, который считает, что он сильно играет, и он объективно, например, занимает какую-нибудь середину золотой лиги, и он понимает примерно, сколько игроков над ним объективно плюс-минус вот по тому, как вот все игры происходят, и как бы какая-то объективизация здесь же есть, игр много, вот, и он понимает, сколько примерно над ним, сколько ему надо выиграть, чтобы до самого верха добраться. Ну вот, пожалуйста, тогда пусть либо он в сезоне занимает там топ-3 и сражается с претендентами из Даймонда, либо пускай в межсезонье играет в отборочных, допустим, за один слот, выделить там один, ну, в зависимости от... Да, надо, чтобы был некий ажиотаж, много желающих, тогда вот отборочные Кстати, проводить. Хорошая тема, вот реально сейчас Наву сказал, что у нас же есть правило, да, вот последние 3 игрока автоматом без каких-то матчей падают ниже, соответственно, из мастера тоже 3 человека упадут в даймонд. То есть у нас есть ротация, из даймонда 3 человека уйдут наверх, и как бы это позволяет в целом так, какую-то динамику добавлять. Но помимо вот этих правил, действительно сделать какие-то сайд-ивенты, типа однодневные, например, на еще один слот в Даймонде. Почему нет? Вот, и тогда точно победитель будет заинтересован, скорее всего, играть следующий сезон. Точно он не пропадет, скорее всего, я из этого думаю. Вот. То есть, звучит здорово. Да, например, вот, например, давай в Даймонде, да, вот у нас 6 игроков сыграли плей-офф, а потом мы можем увидеть, что еще сколько есть игроков в Даймонде, еще 14. И можно, в принципе, всех, кто соберется в какой-то один день, неважно, ну, те, кто выиграл плей-офф, уже для них это уже не интересно, но остается же даже там 17 игроков, правильно? Которые, в принципе, не прочь попытать свои силы в мастер попасть. И вот один слот выделить для всех этих игроков. Кто придет, тот придет, кто не придет, не придет. Идея здоровская, прикольная идея, да. А так до этого у нас, в принципе, были просто калибровочные игры. Допустим, новый участник, который сам не понимает еще, куда он хочет, там, в голду или в бронзу, он играет с там, рандомным уже участником лиги человеком. Я это могу там посмотреть или просто скриншот попросить, и на основе этого уже ему какое-нибудь местечко предложить. Ну, да. Зачастую такие пограничные случаи бывают, что он может даже выбрать, либо он идет в бронзовую лигу, и там ему будет легкая прогулка, либо если он в голду попадает, то ему надо вот прям тренироваться,
уделять этому много времени, и вплоть до того, что можно спросить, а что ты хочешь? Ты хочешь прям для себя вызов какой-то или просто под пивко поиграть вечерком? Ну да. И вот как раз глобальный рейтинг такой, условно, он, если человек хочет под пивко, он не выйдет из своих нижних 20. А так, если он хотел бы себя увидеть где-то выше, он даже если проиграет, но выберет голду в самом начале, он все равно в глобальном рейтинге будет все равно повыше, чем если бы даже он первое место там занял. Поэтому это может такая чуть-чуть дополнительная мотивация игрокам не лениться, а играть как бы в более сильных дивизионах. Да, так что я надеюсь добраться до мастера лиги тоже. Про мотивацию для топчиков поговорим. Ну давай, да. А то, ну понятно, мы тут обсуждаем, что вот новые игроки или там середняки, а вот что-то последнее время я не вижу освещения. Ну и мы как-то отходим, вот это Unreal Лига, Мастер Лига отходит немножко по концепту вот 250 FPS, то есть нет уже, я смотрю, освещения, да, топовых матчей, каких-то вот... Я тебе объясню, почему. Чисто организационный момент. У нас, получается, длится 1,5 месяца, ну, групповая стадия, и каждый играет абсолютно, когда ему удобно. Вот. И когда у нас было, там, условно, 5 матчей в группе из 6 человек, ну, как бы всех сориентировать, чуваки, давайте поиграем только в субботу или только в воскресенье, это было легко. Сейчас это абсолютный рандом, полнейший рандом, и подстраивать мощности стриминга условно под это заранее, ну, просто нецелесообразно. Вот, то есть крутые матчи, они точно будут освещаться все в плей-оффе. То есть в плей-оффе мы хотим закастить вообще 100% матчей и Даймонда, и Мастера. Это как бы по-любому. И вот на это и планируем. А сейчас, ну, кто-то из стримеров, там, Screams или я, ну, я что-то в последнее время не попадаю по времени, но вот Screams кастит много игр. И я их, опять же, на YouTube с договоренности со Screams выкладываю. Вот, указываю там его Twitch. И Screams, опять же, смотрит много. А мы тут... Он подумал, что это я ему трафика ботов нагнал, но это не так. Как бы 101 человек его смотрел. 101 человек. Да, я зашел на какой-то рандомный матч или его тренинги, просто праки, там что-то в районе 50 было. Да. Очень популярно среди европейцев. Александр, а тебе нравится, как он комментирует? Комментирует, да, но Здорово. когда вот он лично играет и горит, он там всякие гадости говорит, потом на стриме такой лапочка, вот он правильный маневр делает, вот он какой красивый выстрел сделал, вот это вот все, как он умно разыграл, а потом в игре там против него что-нибудь делаешь, да ты такой-то, как ты вообще, вот сейчас тебя, вот сейчас я серьезно начну играть, и, короче, забавно. Да, потом говорит, ой, ты меня не слушай, я в игре просто немножко подгораю, а так-то он... Я его как бы попросил покастить одну мою игру, и он мне потом написал, ну типа офлайн, то есть не онлайн, а просто вот я ему скинул демку, даже не демку, запись с OBS-ки своей игры, вот, и я прям чувствовал, как прям там фейспалм какой у него был, когда он это все комментировал. Сложно, да. Вот, но он продержался 45 минут, то есть он 3 матча откомментировал, прислал мне видос, типа, все, молодец. Он, правда, мне потом написал, что это был последний раз, когда я Diamond, типа, буду комментировать, типа, все. И он мне пишет, ты мне теперь должен, короче. Я говорю, не вопрос. Можем под твой отпуск, например, вообще подвинуть даты плей-оффа. Я говорю, давай fair trade, типа. Как думаешь, Крис, а может быть стоит привлечь еще Экзарту, Хейтбрида, каких-то еще ребят из-за рубежа, которые так или иначе дуэлей касались, понимают примерно, и, может быть, они могут как-то закрывать вот такие временные дыры во время групповой стадии. Экзарта я видел, стримит, ну, как бы, во-первых, его смотрит один человек, там, типа, ну, когда он постит ссылку, его там смотрит, типа, 10 человек, окей. Но я бы не сказал, что он очень прям классно смотрибелен, если честно. Вот, то есть все ок, но типа ну, для групповой стадии. Чуть-чуть скучновато, да. Ну да, лучше сакцентироваться тогда на плей-оффе, на освещении. Ну да. Потому что как раз можно и там нормально поорать, эмоции там вложить. Скряг позвать, опять же, Спайк Стрипа из Питера, которого
не знаю, уже 5 раз мы как-то Может быть, не сделать смачились. 2 трансляции, допустим, ну вот, если плей-офф рассматривать, все-таки такое важное событие, особенно вот если брать мастер-лигу, одна трансляция англоязычная, вот как мне кажется, должна быть, другая Но русскоязычная. я согласен, англоязычную может лидировать Screams, и я думаю, он будет рад, потому что ему по кайфу свой Twitch развивать, в принципе. Было бы круто. Да. А мы, в принципе, с Линксом можем этого затащить, но, опять же, Линкс красава, но у Скримза получается, по сути, комментировать лучше, потому что он лучше в дуэльные просто... Да, он шарит по мозгам, он да, объясняет, почему да. кто куда пошел. Вот. То есть мы можем засаппортить, как мы это делали, вот мы плей-офф первого сезона как бы с Линксом, и там по большей части 90% Линкс. Ну, тебе нужен второй пилот, который прям вот погружен в дуэли. Но, опять же, да, вот англоязычный может прям 100% кастить Скримс, можно просто с ним будет поговорить об этом, я думаю, ну, тут вопрос только во времени. Если он не сможет, то мы с Линксом сделаем. Но он по-любому будет и участвовать, а поэтому, Ну, да. если он участвует... Ну, одну игру, там, его игры может, конечно, кто-то засаппортить, тот же Exart, там, как бы, без проблем. Мы потом просто это все, опять же, на YouTube можем разные стримы выкладывать в качестве видео. Неплохо комментирует еще Мину, игрок, вот, который сейчас участвует у нас в этом сезоне. Он до этого играл в одном сезоне лиги, и ну, по-любому он был именно приглашенным комментатором, и вот он в паре с Линксом вот как раз внес такой, да, элемент. Ну, отлично. Эмоциональности, что ли, и такой экспрессии. Да, можно просто со всеми англоязычными комментаторами поговорить и собрать какую-то конкретную команду, с которой заранее о датах договориться, потому что это вот единственный критерий, это чтобы в эти даты люди были прям целый день свободны. Вот тогда я с Линксом договаривался, получалось так, что он прям целый день может как бы комментировать. Здесь должно быть то же самое. Про Screams я просто не очень уверен, что он реально столько времени может выделить на это. То есть там надо будет под него подстраиваться. Но опять же, у нас плей-оффы небольшие, там даже будет, скорее всего, меньше игр, чем в первом сезоне. Если ну, брать... у нас сейчас в 6 игроков в мастере всего. 6 всего. Да. Ну и в Даймонде тоже 6 игроков. Тоже везде, да, по 6 выходит в плей-офф, поэтому сам плей-офф будет поменьше. Да, поэтому... И Best of 5 только в гранд-финале. В гранд-финале, да. Так что... В принципе, сможем. Да, я постараюсь тогда все русскоязычные затащить тоже с... Ну вот мы можем с тобой, опять же, ты можешь поучаствовать, да, в комментировании. Спайк Стрипа тоже можно Спайка, пригласить. да, позовем. Там навигатор хотел прийти. Навигатор может, да. Вот все, кто хотел и в этом деле что-то досмыслит. Велес даже можно. пришел. Кстати, Велес может комментировать. Дискордик. Можно, да, устроить такую специальную программу ротации в комментаторской. Велес как раз через YouTube пришел, он комментировал сначала ролики на YouTube, а потом пришел. Да. Вот как между дивизионами ротируются игроки, так вот тоже в комментаторской можно устроить небольшой движ. Можно. И отдельно стрим русскоязычный, чтобы как бы не смешивать. Кто-то вот буквально совсем не понимает английский язык, это типа... Да, так и такая делаем. Стандартная достаточно Американцы история. могут быть там тоже захотят, вполне может быть, или рейд, рефлекс, ну кто-то. Вот, можно, да. Кто-то кастер, кто-то профессиональный игрок, может быть, тоже захотят. Или рейд тоже постоянно комментирует. У них же сезоны по таму проходят, он их прям очень много освещает. Я даже Connex 5 позову, если помнишь, он комментировал один сезон. Он в UT4 очень здорово комментировал, я тогда его еще приметил, когда там были турниры там с призовыми, и вот он прям как машина отрабатывал, и в комментаторской очень крутой комментатор. Вот, и он приходил разок, комментировал, но онлайн, конечно, невысокий для тех цифр, к которым он привык, это типа у нас понятно. Маловато было. Ну вот еще по поводу мотивации для топовых игроков, да, вот то, что я озвучивал и то, что с Холдом обсуждал. Сейчас просто я, опять же, это в обзоре в ролике на Ютубе рассказывал, но коротко, сейчас чуть подробнее расскажу. То есть есть какая мысль? Есть разные маркетинговые спецпроекты, условно, у разных компаний. И понятное дело, что если мы сравниваем Unreal Tournament, в котором там 12 человек против полумиллиона в какой-нибудь контре, то или там, опять же, те же герои очень активно сейчас в корпоративный сегмент идут по части каких-то спецпроектов либо для сотрудников компании, либо еще что-то. Потому что вот когда я по третьим героям организовывал, там есть ребята,
там тот же Яр, например, который сейчас они организовали некую такую компанию, которая, скажем так, проводит под ключ турниры для разных там заказчиков, условно. Ну, вот, такой, условно, B2B-шный продукт. И это как либо как спецмаркетинг история, либо как в рамках HR там 360, например, какая-то внутрикорпоративная движуха, как мотивация для сотрудников или что-то такое. Вот, то есть там много точек пересечения с разными бизнесами по части киберспорта как некое событие, которое может что-то привлечь. Ну, вот, не только беттеры, да, вот здесь вот как-то, как с EGB капами из 250 FPS, могут быть целевыми ребятами, которые могут как-то забустить, но и просто вот условно какие-то компании, у которых есть какой-то бюджет, ну там можно говорить о таких суммах типа как там 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, вот примерно вот такой рейндж, который позволит и бустануть продакшн в рамках, например, какого-то сезона, который будет специально забрендирован под того заказчика, который, собственно, хочет вот свое такое мероприятие. Надо Нессера попросить рекламу на картах нарисовать, как в можно, Quake. Да. Можно, кстати, да. Есть хороший такой fake it till you make it, то есть можно взять просто компанию какую-нибудь дружественную, забрендить карту, потом наделать скриншот, сказать, что вот мы уже... Coca-Cola. Да. Кстати, вот Bone Scraper, карта, которую Найсер сделал, если ты ничего не бегал на ней, это из OT3 порт. И там были у него текстуры, плакаты на карте, и каждый плакат — это отдельная текстура. По сути, короче, да. Меняя текстуру саму, а название оставляя, можно там разное показывать. Можно как инструмент. Короче, инструментов много, и опять же, вот, например, в презентациях геройщиков у них прям отдельно, ну, как бы у многих так сделано, отдельное внимание тому, где именно конкретно будет product placement, то есть это в каком месте на Твиче, в трансляциях, в каких отбивках, как во время игры и так далее. То есть это делается некий такой маркетинговый пэкэдж, который уже потом питчится разными компаниями. И вот сейчас я как раз очень медленно вот этим занимаюсь, вот этим продуктом, чтобы можно было с помощью готового какого-то истории, опять же, вот ты сказал про места на картах, это надо все отскринить, надо это все сделать красивенько, даже какую-нибудь туда текстурку положить, чтобы это потом отразить в питч-деке, в презентации, чтобы потом показывать. Сейчас поеду домой и буду думать, где плакат на ранкинге разместить. Ну да. Ну вот. В общем, это надо вместе как-то, да, будет решать, выбирать место. Тут много элементов, опять же, вот мы получили фидбэк от беттеров, что у нас non-professional, что он сама тоже типа турнир, но он по сути таким не является, потому что у нас самые титулованные игроки присутствуют. Вот, Наут, опять же, и все немцы и прочее. То есть нельзя назвать это не про лигой. То есть это ты круче игроков в принципе не найдешь. Да, вот. Мы собрали. Да, и всех самых сильных. Как бы так как люди, конечно же, не понимают про сцену в таком в арена-шутере, которому 20 лет, они не должны в этом разбираться, это не Дота, как бы, где тебя первые лица поздравляют, как бы, победители. Тут совсем другая нишевая история. Вот. Нужно, опять же, сделать тоже, собрать всю информацию по игрокам, красиво это упаковать, показать, какие турниры, кто когда выиграл, какой трек-рекорд у каждого игрока. Вот, то есть это по части репрезентации всей вот этой движухи, там работа на самом деле дохрена. Вот, это... А так как это сейчас делается немножко в свободное время, вот, то есть есть отличное там профессиональное понимание, как это сделать, но времени на это, ну, так выделяется поскольку. Вот. И я вот с навигатором, например, общался. Я говорю, дай мне контакты беттеров, которые могут там как-то с нами помочь. Он говорит, ну ты посмотри, как у вас это выглядит и как выглядит у того же EGB. Типа вы должны конкурировать, а вы просто полное говно в сравнении с ними просто по тому, что вы сейчас на данный момент собой представляете. И он говорит, типа либо вы для себя это делаете, либо вы делаете продукт как бы коммерческий. И я ему говорю, типа, чувак, камон, мы делаем сейчас, на данный момент, это для себя в первую очередь, потому что мы просто условно замотивированы, нам интересны. Группа энтузиастов. Инициативная группа, да. Но ничего не мешает нам потихонечку идти к тому состоянию, когда мы можем это репрезентовать уже полноценно.
Вот, потому что, как бы, как это сделать, отлично все прекрасно понимают, просто вопрос времени. И мы не можем, типа, первый сезон запустить, вот, я не знаю, я в Discord зашел в ноябре, как раз написал, типа, что тут вообще происходит, и мы через месяц первый сезон запускаем там со всеми вообще спонсорами, ну, так не бывает. Типа, нужно сначала вообще вникнуть и разобраться. Вот мы сейчас даже обсуждаем какие-то моменты, которые организационные, которые сейчас вот только приходят. Какие-то... Хорошо, надо осветить первый, ну, один из какой-нибудь финалов, плей-оффов. Да, в том вот числе... солидно, с хорошей англоязычной трансляцией, с нашей. Вот. Да, лучше не мешать, а прям отдельные потоки. Чтобы показать именно репрезентацию. Потому что в нашем понимании сейчас хорошо осветить, но это, 100 человек посмотрят. Ну, типа там... 300 человек посмотрит. Но это, опять же, совсем... в моменте. Оно останется на YouTube, и это будет пересматриваться и накопит свои просмотры. Человек посмотрит. Можно сделать хотя бы бэкграунд-карточку перед матчем, просто показать, этот играет с этим, у этого такое-то там лучшее достижение, это там такое-то. Конечно, там, да. Добавить, и все. Это уже, мне кажется, было бы очень сильно круто, да. Вот такие вещи, да, можно. Оно как раз вложений многих не требует, что там... Да, я имею в виду, что мы, как бы мы сейчас это круто не репрезентовали, все равно никаких цифр мы никогда не увидим, во-первых, потому что это старая игра, у нее очень локальный комьюнити, во-вторых, потому что оно не решает ничьи маркетинговые задачи, и там нет никакого бюджета. То есть мы сделаем красивый продукт, опять же, который будет, 500 человек посмотрит, условно. И это не, скажем так, не конкурирующая история по количеству трафика, там, который это привлекает органически или нет. Но это надо сделать именно в таком виде, потому что потом, упаковав это в некий репрезентационный продукт, показать, вот у нас там карточки игроков, там с достижениями, все четко, все зрелищно. Первое, самое главное, чтобы зрелищность была, чтобы был легкий порог входа, что ты видишь, что происходит, и сразу понимаешь, тебе сразу интересно. Мы вот этой, условно, картинки такой добиваемся, и уже дальше легко привлечь спонсоров, с помощью которых мы можем уже бустануть комьюнити уже по количеству трафика, по количеству новых игроков. Вот. То есть, вот, условно, последовательность именно такая. Можно добавить базу данных, кто с кем играл, счет по картам, то есть тоже, опять же, перед матчем добавить вот эту вот историю. То есть там Смолик против любого там 10-0, допустим, а там... вот эти инициативы, они рядышком игроки там все должны быть... Надо понять, кто это будет делать. Интрига, а вот там аутсайдер играет, может быть, тоже какая-то интрига, вдруг он там впервые сможет преодолеть. Вот эти карточки, они, получается, пригодятся как на плей-оффе на стриме, так и потом в упаковке в док. Потому что мы в упаковке, опять же, будем показывать нарезки со стримов, которые будут зрелищны, где будет информативно все и так далее. Вот вопрос просто в том, что придумать-то можно много прикольных штук, но кто это будет делать, это другой вопрос. Там вот эти карточки и так далее. То есть должна быть, опять же, какая-то инициативная группа, которая распределяет обязанности. Потому что, вот, опять же, я подсмотрел сейчас вот в финале 4-го сезона 250 FPS. Очень круто сделали. Я не знаю, делали ли они так раньше. Вот у тебя матч, не знаю, там Эш против Рафы. И для тебя это просто ники какие-то. Ники, ты знаешь, как их плей-стайл, и все, больше эти ни о чем не говорят. А они берут интервью прям в реальном времени, прямо перед тем, как они будут играть, с видео, и ты видишь хотя бы, как человек выглядит, как он разговаривает, что он там думает, там, типа, вот его там Шамблер спрашивал, типа, кто твой самый легкий оппонент за весь сезон был, кто твой самый тяжелый оппонент. И он эти два вопроса задавал всем, кто играет в плей-офф. Вроде как примитивно, но абсолютно по-разному. Это для медийки, чтобы заполнить паузу между... Да, добавить между интервью. матчами. Но это, на самом деле, это довольно зрелищно. То есть, в плане, мне, что... как игроку в Корее, было интересно посмотреть сами игры и результаты, а не... мне вот как зрителю было прям прикольно смотреть, что я не знаю даже, как кто выглядит, а так хотя бы понимаю. У этого чувака там кот на фоне ходит, а у Килсона там куча кубков, он там стример. Личный момент, да, привносит. То есть, типа, я только... Для тебя это уже не ник на экране, а некая личность. Я болел за Эша, потому что у него кот на фоне. Я думал, ты, чувак, классный, у тебя кот. Все, я буду за тебя болеть. Вот. Тем более он же дебютировал, я так понимаю. То есть вот с этими 4 топовыми игроками
с Килсоном, Рафой, агентом и Ну, то есть мы параллельно прокачиваем Сайфером. личный бренд участников вот Ну, это мастер-лиги. нет, это нельзя так назвать. Это просто условно, ну, просто Их чтобы... фотография должна быть с перечнем их результатов. Чтобы хотя бы паузы, интервью. Все они равно что-то собой представляли, да. работа на то, чтобы наших игроков, которые столько лет старались, трудились и преуспели как... Кстати, я вспомнил, что ESL, по-моему, ESL какой-то турнир или еще какой-то в 12 или 13 году делали интервью, как раз брали у Скримза и у Мина, по-моему. Тоже вот там был какой-то финал или что-то. В общем, они обсуждали. Но это было, выкладывалось чисто аудиозаписью, без стримов. Вот, но я скачивал, слушал, мне тогда тоже нравилось. Ну да. Тоже ожидания на турнир, там, геймстайл, что-то такое обсуждалось. Ну, Просто мы сейчас без камер были. Короче, вот да, то, что ты сейчас сказал по поводу интервью, это как отдельный вид контента. То есть, условно, вот мы сейчас записываем такой студийный контент, а интервью с игроками можно просто, не знаю, созвониться по чему угодно с видео и записать такой контент, и опять же выложить на YouTube. Я думаю, будет, просмотров больше, чем у записей игр, если честно, потому что это такой довольно эксклюзивная история, потому что никто так особо не знает вообще, там тот же топовый игрок какой-нибудь, там, не знаю, Scream, чем он живет, какие у него мысли по поводу вообще Unreal, может быть, не знаю, у него основная игра, в которую он играет, вообще другая, то есть как бы, чуть-чуть больше погрузиться, и у нас есть, по сути, может быть, около, суммарно, там, может быть, даже около 20 игроков, про которые будет интересно остальным послушать что-то. Можно сделать такие истории. Вопрос только во времени и вот в том, что кто будет инвестировать свое время вот в такие всякие инициативы. А инициатив может быть очень много. То есть, да, накрутить вокруг комьюнити из 50 человек можно вовлечение топовых игроков. Плюс еще вот добью еще одну идейку. Вот до этого обсуждали про Golden League, бронзу, где особо сейчас вот там не играют, некоторые там вообще ни одного матча еще не сыграли. Там вот нужен человек, который растопит лед, и это может быть как некий соорганизатор, который будет всех прям шпунять, играть и репетировать с ними, не знаю, тренироваться. Вот, за ручку водить порой. В бронзе так точно, потому что там ребята очень такие простые вещи, в них могут заблудиться. Да. Вот. То есть либо такой, как соорганизатор, именно который вот один занимается бронзой, другой Golden Лигой. Это как ГМы, как гейм-мастера или как такие соадмины, да. Либо хотя бы, чтобы кто-то из игроков, так сказать, назначался старшим и немного вот пытался растопить тот лед, который в чате происходит. Надо посмотреть, кто инициативен по этим вопросам. Просто заглядываешь в бронз-чат, там человек пишет, кто хочет со мной сыграть. Через 20 минут другой пишет, кто хочет со мной сыграть. Другой уже человек это. И при этом между собой сконтачиться как-то, слушай, ты ищешь игру, давай, нет такого. Они вот просто напишут и уйдут куда-то. И все, и на этом как бы заканчивается, что они не могут замэчиться. Банально договориться, пошли вот на тот сервер, я вот вычеркиваю эти карты, беру эти, ты вот делаешь что-то. То, что в правилах написано. То есть это не что-то, что надо додумывать самому. Я согласен, да, условные гейм-мастера какие-то, которые, да, они могут присутствовать. Кстати, Скримс предлагал вчера буквально идею, делать какой-то обучающий контент на примере игроков, то есть разбирать, помогать и так далее. Вот он в пример Экзарта как раз ставил, что он говорит, что вот он в мастер-лиге, но он не дотягивает, но я бы ему помог, например, как-то, вот он. И он спрашивает, интересен ли такой контент вообще кому-то был бы. То есть такого рода. Вот это да, хороший, кстати. Да, но тут, понимаешь, вот столько сейчас накидали идей в корзинку, что это нужно просто брать и с утра до вечера только этим и заниматься, чтобы все эти идеи как-то воплощать. Да, full-time job. Да, тут все, что можно сделать, это просто раскидать какие-то мысли по людям, ты давай вот в эту сторону думай, ты в эту, как бы, и
каком-то спокойном таком режиме, типа там через месяц собираемся и смотрим, что Вот в получилось. той же бронзовой лиге я пытался тоже, вот как Мгм. вот этот супервайзер, получается, Ну да. скоординировать людей. То есть я пишу одному, заходи там на сервер, второй уже был готов, я знал, что он к этому времени подойдет, тоже заходи, заходит, и он минут 5 стоит, вот просто в пол смотрит, потом что-то у него там это плохо работает, Ну, чё ты PL хотел, появляется. как бы. А в итоге, до того, как они начали играть, где-то полчаса прошло, и чел банально не понимает, как вычеркивать карты. Он спрашивает, как я должен вычеркнуть карты. Я говорю, напиши в чат, какие мапы ты не хочешь. Понятно, И да. он берет, это как издевательство какое-то, вычеркивает те же карты, которые только что вычеркнул другой игрок. Ну, надо объяснять людям, как это работает. Да. Ну Ну, да, еще он- ботов там написать, как в Quake, в Дискорде еще все автоматизировано. Ну, то есть, либо так, да, чтобы это было иконочками, картиночками, прям вот для самых таких маленьких, чтобы было все очень просто и Ну, понятно. можно сделать, на самом деле, Либо даже чтобы они какой-то... правила читали. Просто даже какую-то, условно, доску в Trello или где угодно, куда накидывать какие-то мысли Мгм. глобальные, да, по развитию. И там в комментариях каждой такой карточке писать о том, что происходит, чтобы немножечко вот этот управленческий процесс, его хотя бы немножко поставить на какие-то формализованные рельсы. А то мы как бы вот что-то пообсуждали, потом, Мгм. когда мы в следующий раз там созвонимся или что-то обсудим, еще пройдет 2 месяца, и ко всем пофигу, по сути. Ну, вот. Чтобы трекинг вот этих мыслей, им хотя бы записать какую-то идею, потом ее приоритизировать или назначить кого-то на неё, кто ей будет заниматься. Без такого как бы минимального подхода управленческого, ну, Мгм. далеко как бы не уйдем. Потому Ну что, да. опять же, просто инициативная группа, которая вот просто играем, нам нравится, мы что-то хотим сделать. Стример Undead Paladin, когда был, он сам играл в нижних дивизионах и вокруг себя как раз вот собирал ребят, которые также вот только запустили там игру, не особо учили с нее играть, Ну, я и сразу прям на турнир. Ну, ты Вот. все еще про супервайзера говоришь, я понял, Вот. да. И он вроде как не особо-то тратил время на именно какую-то организацию чужих матчей, но играя люди с ним, начинали понимать, как дальше выстраивать Мгм. следующие матчи. То есть первый матч с ним они уже поняли, он им все объяснил, показал. И после этого они идут уже между собой как-то договариваются, играют плюс-минус по тем же правилам. Вот, то есть Ну, один... короче, процесс анбординга условно в лигу, вот нам его довольно сильно не хватает. Вот может быть один игрок в бронзе какой-то выделенный, который будет типа старший, который вот, Да и даже скажем, да и в сыграет. Gold лиге в том числе, я Да, думаю, что да. в голде тоже будет не Да, лишним. да. Там где-то лют растопить, где-то Потому пояснить. что вот просто правила. проанализировать, почему у нас, начиная с Даймонда, столько активностей, а ниже столько инактивности, как бы, в первую очередь, потому что, начиная с Даймонда, люди хотя бы умеют быстро договариваться о матчах и как бы всю механику уже очень хорошо знают. А они же как бы, ну, наверное, не все, и это немножко чуть больше барьеров надо как-то преодолеть. Опять же, вот на примере там вот моих друзей, которые просто слабо играют, я им говорю, типа, не играйте со мной, просто играйте со своим уровнем, как бы, и все. А они такие, ну, да, нам не интересно вообще куда-то заходить, куда-то Дискорд, что-то кому-то писать, типа, это какой-то большой стресс, условно. Ну вот, и почему вот как раз половина в бронзе и в голде сейчас инактивна, потому что нету онбординга обычного, чтобы у тебя было понятно, как, что делать. То есть для того, чтобы начать вот этот процесс по тем, чтобы договориться о матче, сыграть его, все, чтобы было так. Но все они плавненько. получали инструкцию, то что вот есть некий Ну, надо понянчиться mid-season немножко. check, Здесь такая история, что... вам надо сыграть 4 матча, вот чат, прям ссылкой на чат, где вам этого договориться недостаточно. надо, или хотя бы ну, написать, в какие дни, в какое время вы доступны. Ну, басики любят сервис, надо понянчиться. Вот как будто бы, да, ребята пришли за сервисом в Ну, Bronze League, Ну, Golden League, чё а бы в и нет. Diamond все и без этого прекрасно работает. Люди пришли реально поиграть и получить Ну да, да. как бы от этого. Ну, если Только ты хочешь удовольствие. новую кровь, в любом случае у тебя какая-то сервисная история должна быть, она должна не отталкивать игроков своим безразличием, скажем так, а наоборот как-то мотивировать делать первые шаги. Поэтому какая-то нянька, конечно, должна быть, то есть какой-то, вот как ты сказал, вот этот стример, какое-то такое инициативное лицо внутри
каждой лиге, почему Да, нет? в общем, Undead, если ты смотришь, возвращайся, там нужен, там ребята не могут договориться. Пригласим тебя сюда. Я вот хотел такой момент отметить, он чисто по своему опыту я заметил. Я не знаю, кстати, как это сработает сейчас вот с нынешними молодыми игроками. Какой был вот жизненный путь у людей, которые круто играли в целом, вот на Asus'ах попадали в топы, неважно по какой игре, типа по Unreal, не по Unreal. Вот, даже если взять Unreal, то есть вот с кем я играл в свое время, там, с Навиком, с Велесом, с Крягом, Картом и так далее. И все, вот просто все ребята, с которыми мы играли, тут две мысли. Во-первых, они очень хорошо реализовались по жизни, вот, и мне такой вывод я сделал, почему прям чуть ли не 100% из 100% людей, которые как бы аутсайдеров вот в принципе по жизни, не видно из тех, кто круто играл. Потому что, возможно, это свойство мозга, что когда ты можешь отсечь всю ненужную информацию, когда ты вот играешь, например, в игру, и у тебя она сразу же представляется собой некой схемой, какой-то схематической такой истории, у тебя сразу систематизация процесса происходит. То есть ты не смотришь, как взрывы какие красивые, а ты считаешь, через сколько у тебя там что появится и так далее, контролишь. И такой вот, если у тебя майндсет, то, видимо, тебе, если он у тебя там в 20 лет такой, то, видимо, тебе это помогает в дальнейшем как бы по жизни двигаться с таким майндсетом. Вот это... Я бы сказал коротко, анрилеры сверхлюди. Ну, я не про Unreal, в принципе, про киберспорт, потому что многие уходили в покер потом, потому что это похожее мышление такое. И вот просто такой observation. И вторая мысль, нетворкинг, просто вот есть разные социальные группы, да, там кто-то, не знаю, идет какой-нибудь MBA там в Лондоне ради нетворкинга, не ради знаний. Кто-то в какие-то там бизнес-клубы объединяется, которые я вертел вообще. Всю эту движуху цыганскую, мне это не нравится. Ради нетворкинга идут, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы там в жизни что-то, какие-то возможности дополнительные приобрести. Вот. И прикол в том, что у меня среди разных социальных групп, по сути, группа анрилеров, с которыми я тусил тогда, это, наверное, ну, одна из наиболее эффективных групп, которые какие-то дальнейшие движения по жизни дальше происходят. Это как, знаешь, как там, не знаю, там твои одноклассники или там еще какие-то вот у тебя по жизни разные социальные группы есть. Есть какие-то бесполезные вообще, а есть те, с которыми ты там много что потом после этого еще сделал. Вот. И в моем случае как раз Unreal Community вот тех времен, 20 лет назад, когда всем там по 20 лет было, самое, наверное, полезное в моей жизни. Вот. То есть, так... То, что вот по, так сказать, исторической справке из мира турниров дуэльные лиги проводились с 2010 года. Вот у нас это стало прям такой как бы традицией доброй. Первый сезон делал Джуд, Spike Strip. И вот он провел так 3 сезона в 2010-2011 годах. Тогда первое место Картим занимал. Вот. И где-то вот в то время Тайнау тоже стал втягиваться в такой компетитив дуэльный геймплей. Вот. И я помню, что первый турнир из тех, вот, что в списке я видел, ты выиграл дуэльный в 2011 году. Или 2010 Нет, в даже. 2010 году был Fast Cup, там вот, Fast Cup. была, получилась интересная сетка, что мне до финала друг с другом в другой половине сетки друг друга повыбивали, и каким-то чудом Lexus вышел в финал, когда там, то есть постоянно там чуть более слабый выигрывал чуть более сильного, и так вот дошло, а в моей половине сетки получилось, что вот такая вот халява, и да, это был первый турнир, вот такой халявный. Потом, конечно, пошли сезоны лиг, там долго пришлось ждать, ну как долго, 2 года, сейчас-то со стороны опыта уже не кажется таким долгим, а тогда, да, каждый вот сезон старался. Вот. А Смол первый дуэльный турнир выиграл в 2011 году. То есть еще в ту эру, когда вот Наут и F51 делили в основном. Нет, не в 4, но в довольно юном таком возрасте там был турнир, где он там, выиграл. Скорее всего, не было многих сильных. Ну, тоже, получается, такая вот формальность. Это было вроде бы... 11-й год, там, наверное, первая Unreal Лига, мне кажется, что-то Unreal Лига, который Забивалкин делал. Да, потому что тогда
все еще были на слуху играть в Лиге Джута, а тут что-то новое, типа не сразу там, ну, типа, зачем, куда-то там это. Вот и потом доказала тоже приверженность, активности вот эта лига, и все. Ну вот он воспользовался, значит, моментом тогда. Да, в итоге, получается, Джуд провел 3 сезона, и к моменту 3-го сезона стартовала Unreal Лига от забивалки, но у него даже свой сайт там был тоже, форум, там можно было комментарии оставлять. Вот. И он провел 5 сезонов. Вот. Так что вот такая вот предыстория. И там везде было деление вот именно на дивизионы, и поэтому я вот когда после локдауна решил тоже посмотреть в сторону Unreal, и я сразу вспомнил с особой теплотой именно дуэльная лига, где у всех есть такой как бы свой дивизиончик, где ему будет интересно играть. Именно на результат, что он будет каждый, в идеале, что каждый игрок должен понимать, что от него зависит результат, что он, в принципе, может как всем выиграть, так и всем проиграть. Это вот прям чисто от него будет зависеть. Ну вот когда мало история. игр, получается, не очень репрезентативные, реально как сложится? Вот ты правильно сказал, можешь проиграть, можешь выиграть, и условно игрок в такой маленькой группе на последнем месте и на первом месте, они могут, в принципе, практически одинаково играть. Да, и это не очень как бы вот репрезентативно. То есть вот я, например, вот сейчас, опять же, в первом сезоне у нас были маленькие группы, вот я там сколько, 5 игр сыграл, я проиграл 1 фраг, получается, на одной карте, на другой карте Мейду, который, по сути, вышел, ну, первое место в группе занял, насколько я помню. И, то есть, как будто бы очень близкий уровень. А я занял 4-е место в группе, и еще бы чуть-чуть проиграл, и уже бы вылетел, в принципе, из группы. И то есть у тебя нету мотивации, ты как бы вот, ну, типа, вроде как сильно играешь, а какие-то обстоятельства, ну, типа, просто вот, не знаю, занервничал или, типа, еще что-то. Вот ты должен прям вот, у тебя всего мало шансов, как бы вот, ну, типа, свой уровень показать. Ну, в Мастер-лиге или в Квейке там вообще тоже нет права на ошибку. Там Рейл промахнулся, все, игра провалена. Я не об этом. Я про то, что у тебя очень мало игр. То есть и все игры примерно с одинаковыми противниками по твоему уровню. И тут как бы кто просто лучше сосредоточится, у кого лучше условия, никто не шумит, например, там дома или что-то. Ну, то есть такой не очень репрезентативной истории, когда у тебя все-таки есть 19 игроков, с которыми тебе надо сыграть. То есть тебя просто статистически более точно позиционируется. То есть ты как бы вот понимаешь, что да, объективно я тут 10 раз проиграл, но, наверное, что-то во мне не так, а не то, что мне не повезло 10 раз. Вот, то есть как бы такая мысль, что все-таки объективизация уровня игры. Вот. И когда мы расставили там условно в Diamond League вот с 1 там по 20 место, все-таки там условно Тирсон там, ну, пока не проиграл ни одной игры, а я ему проиграл, когда с ним играл, и на Ироньке был момент, что я его там убил 8 раз подряд, короче. И я потом думаю, блин, как я мог ему слить после этого, типа, ну, то есть я лидировал там по счету сильно. Как я не понял, как я ему слил, типа, что за фигня, почему он все попадает, наверное, мне не повезло. Вот, и типа, наверное, я могу у него выиграть, вот еще раз играю, и сейчас точно выиграю. Но потом я просто смотрю, что у него стабильность четкая, он херачит, и я потом с ним просто френдли играю, там, позавчера. И он прям, ну, видно, уровень у него повыше, чем мой уровень. И это объективно. Вот. А не так, что типа вот сегодня так вот. Сегодня так сыграл, завтра так сыграл. Как в маленьких группах. Тут как бы вот прям объективизация есть. И для этого как раз всем игрокам и нужно играть много игр. И мы как раз для этого и даем, типа, чуть ли не 2 месяца. То есть это дофига. Это, по сути, там, что? Мы считали там час, 2 часа в неделю тебе надо выделять, чтобы сыграть вообще со всеми игроками на протяжении сезона. Ну, типа, это какая-то ерунда. Типа, 3 часа в неделю. 3 часа в неделю. В Мастер-лиге еще поменьше. Мастер-лиге ты, как поменьше. Александр, не ощущаешь нагрузки, что слишком много стало? Я вообще забил на игру. Я раз в неделю захожу, и соперников мало, инактивы там, с ними даже связываться нечего. Сыграл с топами, сыграл с плюс-минус своего уровня, все. Ну, то есть в человом режиме, и чем меньше играешь, тем лучше получается, по-моему. Ну, ты как-то говорил. Так была Расскажи про система. этот, пожалуйста, принцип. Ну, как это real life, в принципе, загруженность, работа, личной жизни, все так случилось, взросление, что поменьше стал играть.
меньше стало ожиданий, типа, чего-то пытаться там добиться. Ну, займу там не второе, а пятое место, там, не пятое, а седьмое, ну, ладно. Смысл как бы тренироваться 2-3 месяца, чтобы хорошо выступить, и вот это вот ради чего. А до этого у тебя Меньше прям было. была вот эта, да, Ну, жилка? все что- время, да, был этот компетитив, он всю жизнь, наверное, был и будет. Пытаться в каждом турнире показать максимум. Вот, у меня такие качели обычно, то есть я кому-нибудь проигрываю, я считаю, все, можно там удалять, можно забивать, Да. потом чуть-чуть вровень с кем-то сыграл, такой, о, нет, я все-таки сейчас, вот я там чуть-чуть сенсу поменяю, там чуть-чуть настройки, такой, вот, FPS там прибавился, одного вышло, пропатчилось, сейчас я как-нибудь подстроюсь, короче, вот лучший результат показываю, готовлюсь к турниру, и опять в зависимости от результата я думаю, о, либо там можно и продолжать видно результат, либо, все равно все без толку. И, в общем, так вот раз в неделю можно просто заходить, и уровень не теряется, новых соперников не появляется, то есть все равно ты играешь с одними и теми же, которые тоже сильно как будто, ну, они не прогрессируют, не увеличиваются, поэтому нету смысла. Ну, по сути, да. Да, ну до тебя, да, очень сложно будет добраться к кому-то новому. Может быть, вот Ну, когда- Никитран как исключение. Когда мало ивентов, типа, то топовые игроки не прогрессируют. А если ивенты регулярные, то, в принципе, может быть какой-то прогресс, мне кажется. Ну, ивенты, да, нужны, чтобы вот Никитраны похожие приходили и хоть какую-то такую конкуренцию оказывали для тех, кто уже с Ну да, 2010 года побеждает. Ну да, это так. Что-то еще хотел в этой стезе спросить. Я знаю, что Наута бесит, когда ты на иронике на аптечках тусишь, типа. Да, это не. Ой, я вспомнил. Ну, просто я ожидал большего, хотел большего, как бы, то есть какой-то по идее, что типа вот я сейчас там сделаю вылазку, что-то там подбавлю, вот это, а ты просто как бы живешь и ждешь, пока я там сам приду, какую-то Ну да. ошибку совершу. Ну вот Ну скажи, да. а ты намеренно косишь под Рафу? Типа, в том плане, что ты праки играешь послабже, а на турнирах совершенно другой игрок и гораздо более жесткий. По-разному бывает. Это тактика в праках расслабления? я бывает, да, очень расслабляюсь. Ну, или просто скилл issue, мне не хватает под турнир все-таки. Ну, от нервов бывает, я расслаблюсь и очень сильно отыграю. Вот в последнем плей-оффе очень хорошо зашла игра против Мейда. Все как-то полетело, он сам был в шоке, вот, и я такой, вау, круто, но потом не пошли игры против сильных игроков. Там, в этом сезоне, допустим, слабенько отыграл. Хотя вот, опять же, ближе к концу, мне кажется, что вот, ну, в зависимости от психологического настроя. Когда спокоен, получается расчетливо, вот там в праках тоже бывает по-разному. Ну, обычно, да, в праках нету смысла вот напрягаться, когда идет принципиальный матч в турнире, там действительно Ты нервничаешь? как будто по-другому. На турнирах? Или уже, типа, как Скрим сказал, это просто вопрос опыта, и уже, типа, никакой... По-разному нет. бывает. По-разному? Дело не до игры или в начале, если там вот в начале не завязалась история, там, первую там, минуту, и начинаются нервы. Очень часто бывает, я расслабляюсь, я вижу, что идет игра легко, и я очень часто недооцениваю соперников. Потом они начинают, встают на контроль, там что-то начинают попадать, я такой, да как так-то? Вроде вот пупсик, там легко гоняешь по карте, и тут начинаешь там что-то лететь. И действительно мы так разобрали, часов 20 потратили на это, приходим на первые матчи, и там команда Бугати, где он там one man army просто, он в одиночку все остальные составы, многие мог стереть. Он понял, что вот он не может там справиться, и прям пошла волна такая, что у него вокруг тоже есть такие, кто прям подхалим. Фан-база. Фан-база, да, в этом плане. Ну, это такая согласен. очень местечковая история, я думаю, максимально. Ну да, очень местечковая история, и прям стали нас крыть очень, короче, нам на солдкапе досталось, что типа команда. Я, короче, хочу еще просто сказать по поводу нервов. Ну, типа, я, так как я реально 20 лет не играл, тоже вот начал играть вот даже в первом сезоне, и пипец, разница между спокойным праком и турнирной игрой просто очень большая, ну, типа, для меня. Мне прям, типа, чуть ли не руки тряслись, просто хотя непонятно, типа, какого хера, типа, что такого. Но, типа, ты вдруг начинаешь нервничать. Это я просто удивительно. Необъяснимая для меня была история. И вот сейчас вот среди вот этих вот 20 игр тоже я вот заметил, что два подхода я попробовал по-разному. То есть, когда ты
знаешь, вот ты сегодня там, допустим, тебе кто-то написал, это знаешь, как есть такой, типа, комплекс у людей, которые что-то, у них какая-то там сегодня встреча или что-то еще, и они будут только об этом думать в течение всего дня и не смогут получать качество жизни, потому что все, теперь... И вот мне кто-нибудь пишет, так, типа, просто, типа, давай там вечерочком в 20:00 сыграем. И я такой, блядь, 20:00 сыграть, турнирная игра, что делать? Может быть, сейчас ебануть 15 каток с кем-нибудь, расхуяриться просто выебать его. А потом, типа, играю 15 каток, пиздец устаю, потом думаю, пиздец, я устал, надо ебануть кофе, и такой, типа, у тебя уже пульс уже такой, бля, сейчас катка через 30 минут, и ты пишешь, и чувак такой, да, бля, давай, может, через часик такой, ты, блядь, еще через часик, сколько это страдать еще, вот, и ты говоришь, да, ладно, сейчас я включу себе какой-нибудь Anugama Magic Flow, типа, помедитирую, такой, включаешь себе медитацию, такой, сейчас медитирую, такой, все, я супер фокус, сейчас я его разъебу, блядь, я сегодня поиграл, блядь, кофе выпил, помедитировал, все, я, блядь, супер просто монстр, и он тебя убивает, и ты такой, блядь, сука, почему он меня убил, и все, у тебя уже, ты нервничаешь, нихуя не попадаешь, и, а игрок, например, слабее тебя, и ты такой, я не могу ему проиграть, блядь, он слабее меня, какого хуя. И, и ты проиграешь первую карту, и думаешь, все, блядь, весь день сегодня заруинен, вот. И вот это первый подход, как я думал, что надо играть турниры, блядь. Вспоминаем ролик Бейза с клавиатурой в холодильнике, в морозилке там. Да, потом, я понял все, какого хуя вообще об этом думаю, это не имеет никакого вообще значения, просто взял, сыграл, не придавая вообще никакого значения. И вот я начинал вот этот сезон, как раз вот еще тоже очень сильно такой мандраж был при играх. И я причем посливал, у меня много там, 10 поражений, там 5 побед или как-то так. 11 поражений, 5 побед, что-то какая херня. И, поражения в основном с игроками, которые слабее меня, потому что я просто в очень нервном состоянии играл, А потом игроки, которые посильнее, чем те, которые я проиграл, я у них выигрывал просто потому, что уже успокоился. Вот. И это тоже навык, приобретаемый через компетитив, именно турнирные игры. Не просто так зашел, потренировался, а именно вот... И вот я со Скримзом это обсуждал, как раз, когда он там это отсматривал мои демки. Он мне там кучу комментариев что-то накидал, полезных, из разряда, что ты смотришь вниз все время, смотри вверх, когда передвигаешься, такая фигня. Вот. И он говорит, да, чисто вообще надо сыграть несколько сезонов, если ты, там, много-много лет не играл, и тебе будет похеру, играешь ты турнирную катку или не турнирную. Вот. Поэтому я у тебя и спрашиваю, нервничаешь ты или нет, потому что вроде ты как регулярный игрок. По-разному. Еще бывают принципиальные соперники. Опять же, если ты... обидно будет проигрывать человеку, которого ты всегда обыгрывал. А бывает, ты забиваешь на эту историю. Проиграл и проиграл. Вот у меня принципиально это Скряк был, и вот с Колдом поиграли тоже, вычеркнул ранкинг, блядь. Я думал, ты просто по-дружески не сделаешь так. А ты, вот, так, да. Да, в нейтрал свести бой, вычеркнул Бладран, по-моему, или что-то новенькое, и ранкинг такой. Да. В итоге у нас классический мэп-лист такой получился. Я вот к этому сезону подход думал, тоже забью, отыграю, как отыграю, но в итоге каждый матч идет мне, я Сабтеррейн, я не знаю, я его буду вычеркивать, Бладран я терпеть не могу, из Койка я его вычеркиваю, то есть никакой вот этой вот на пофиг отыгрывать все-таки нет, тем более против сильных ребят, лучше я дам бой на картах, которые там самые мои сильные, которые хорошо знаю. Ну вот, кстати, по поводу карт, я заметил, что мы, конечно, там колд инициативу выдаешь, надо новые карты добавлять. Но все черкают эти карты прям сразу. Не знаю, я только их играю. Ты их играешь. Все старье вычеркнул. А вот мне надоело. Оппоненты против меня, вот я не знаю, я всегда сразу там минус Erase, они там сразу минус Subterrane, потом сразу минус Bloodrun, и там остается те же самые 5 карт классические, которые И то есть это не то, что я такой думаю, я, может, это консервативно подхожу. Все игроки, с которыми играю, они сразу черкают. Они такие, да, я даже не знаю, что это за говно, не буду играть. Разный склад мышления. Внутри Unreal, да, кто-то вот более консервативный. В том сезоне, где у нас был Альпу и какая-то еще карта. Альпу и... Вот, я наоборот... Соринг. Да, я наоборот как раз хотел... потому что я понимал, против Смолика и Бугати, наоборот, на стандартных картах ловить особо нечего. Я наоборот там пытался, я сейчас больше времени уделю этим картам,
Ну Это и можно- плюс все равно фановость. Можно как тактику использовать, попытаться наиграть большее количество часов на этих новых картах, победить кого-то сильнее себя. Ну да, А, такая тактика существует. Потому что, ну, все стартуют плюс-минус. Карты вообще вот эти, что Subterrane, что Bloodrun, абсолютно новые, у всех 0 часов. И вот ты можешь прямо упороться, взять недельку, наиграть их идеально и победить оппонента на голову сильнее. И это такое Если он добавляет согласится с тобой тактически. играть на этой карте, если он ее не вычеркнет сам. Ну, а если вычеркнет, да, он может заметить. Да, хочу сказать еще пару слов любым ребятам, которые неравнодушны к Unreal Tournament, к арена-шутерам, к комьюнити, которые, например, могут постримить, либо могут предложить какой-то маркетинговый проект, где мы можем организовать турниры по Unreal Tournament. Связывайтесь с нами, там, со мной, с Колдом, Науту можете написать в Дискорде, то есть все эти контакты есть, все легко найти там на сайте, на YouTube-канале. Мы всегда открыты, то есть как мы сегодня обсуждали в течение там пары часов, что сейчас пока сам продукт не до конца упакован по части лиги, по части сезонов, но мы движемся в сторону структуризации, в сторону хорошей репрезентации вот этого продукта, и вполне можем как-то с кем-то поколлабиться, посотрудничать, опять же, с какими-нибудь компаниями, кому это может быть интересно. Все, всем спасибо. Так, и отдельно от меня сердечко Ли и Midi is the GOAT.